Легенды о гигантских кабанах гуляли среди нас веками, в каждой стране переосмысленные по-своему. Их впечатляющие образы внушают трепет и уважение, оживая в сказаниях, а иногда и в реальности. Взгляните на европейский фольклор. Средневековые рыцари, перепуганные крутизной випрей, сражаются с ними на честь и отвагу. На Востоке старинные сказания о кабанах-демонах только подчеркивают тайну их силы и хитрости. Но иногда нам нужно больше, чем просто боязливые рассказы у костра. В 2007 году мир застыл в изумлении, когда охотник из Алабамы, Джеймс Стоун, выстрелил в то, что позже назвали грюндерсвином. Этот кабан весом более 2200 фунтов вдохнул новую жизнь в легенды, заставив нас поверить, что граница между мифом и реальностью тоньше, чем кажется. Хотя средний вес дикого кабана составляет около 500-700 фунтов, иногда природа преподносит сюрпризы в виде настоящих гигантов. Здесь в дело вступают генетика и особенности среды. Порой дикие и домашние свиньи пересекаются, создавая гибридов впечатляющих размеров. Подобные животные не только создают свои собственные тропы в лесу, но и подчеркивают баланс экосистемы, в которой даже самая большая и мощная тварь имеет свое место. И само собой, вопрос о возможности их существования наполняет сердца исследователей желанием узнать больше. Таинственные леса могут скрывать еще немало секретов, где огромные кабаны проживают свою скрытую от глаз людей жизнь, уходя от камер и документов, заставляя нас вечно гадать и удивляться, что мы еще можем обнаружить в глубинных недрах природы. Один из таких мифов вот-вот может воплотиться в жизнь. Леса полны тайн, а веками передаваемые легенды о гигантских кабанах подтверждают это. В странах Центральной Европы, включая Чехию, рассказы о кабанах, сторожащих лесные сокровища, плотно вплелись в традиционные народные сказания. Их образ олицетворяет величие и загадочность леса, служа мощным символом народной фантазии. Не со всех лесов снимается флер древности. В Бельгии и Франции находится один из самых известных мифов — предание о святом Губерте, покровителе охотников. Говорят, что ему явился огромный кабан, увенчанный сияющим крестом. Этот образ символизировал божественное вмешательство, наставляя охотников на путь духовного просветления. Хотя рыцари Средневековья редко лично сталкивались с подобными кабанами, подобные легенды вдохновляли и поражали их своим мистическим значением. Сегодня мифы не теряются во времени, а обогащаются в пространстве интернета. Здесь они переливаются в цифровую реальность, превращаясь в новую форму массового фольклора. Истории, некогда шепотом расплетенные у костров, теперь оживают в постах и витальных обсуждениях на форумах. Современные технологии формируют урбанистические легенды, которые служат мостом между давно ушедшими веками и настоящим. Стоит задуматься, какие еще загадки скрыты в этих лесах и каким образом старинные сказания могут продолжать вдохновлять нас. Возможно, в будущем мы снова столкнемся с давними представлениями, приобретшими новое лицо, сохраняя связь между мифами прошлого и настоящим, оставляя ожидание новых открытий и новых кабанов-легенд. В сердце лесов скрываются животные, которые могут удивить своими размерами. Хотя дикие кабаны действительно могут быть впечатляющими, категории гигантские придерживается не так часто. Эти редко встречающиеся особи могут стать причиной самых поразительных встреч. Возьмем, например, рассказ об охотившемся в лесах аляске мужчине. Он вспоминал, как однажды, идя по тропе на закате, увидел вдалеке силуэт кабана внушительных размеров, мирно ищущего пищу. Несмотря на внушительный вид, кабан казался совершенно равнодушным к присутствию человека, продолжая свое удовольствие от вечернего ритуала кормежки. Это сильные и невероятно выносливые животные, предпочитающие избегать опасности благодаря своему чувству нюха и слуха, а также ночному образу жизни, который помогает им скользить по лесу в поисках еды. Важные аспекты их поведения связаны с защитой территории. Кабаны редко нападают первыми, однако если они чувствуют угрозу, особенно если речь идет о самке с поросятами, они могут проявить агрессию, защищая свое потомство. Особенность этих животных и удивляет, и заставляет относиться к ним с должным уважением. Частые рассказы от охотников и путешественников стали своего рода наследием о том, как важен баланс между человеком и природой. Впереди может ждать еще много удивительных встреч для тех, кто решит шагнуть на тропу исследователей леса, чьи глаза только-только привлекает впечатляющая мощь этого необычного обитателя лесной чащи. В мире охоты существуют истории, которые не подвластны времени. Среди них особое внимание уделяется гигантским кабанам, добытым отважными охотниками в разных уголках планеты. Один из самых известных случаев произошел в 2007 году в Алабаме. Встреча с кабаном, известным как Хокзилла, стала легендой. Этот зверь весил более 1000 фунтов и имел длину почти 9 футов, что потрясло мир и установило новый рекорд. Затем были рассказы из Турции, где в густозаснеженных лесах также встречаются невероятно крупные кабаны.
Эти животные, порой достигающие веса около 900 фунтов, покоряют охотников тем, как они умудряются сочетать скрытность и силу, развивая невероятные скорости, чтобы ускользнуть от любой угрозы. Не отстают и российские леса. Именно здесь охотники неоднократно сталкивались с мощными кабанами, чья мощь и интуитивное поведение делают их достойными противниками. Эти встречи часто сопровождаются историей напряженного ожидания, филигранной точности и мгновенных решений, которые необходимы, чтобы выйти победителем в поединке с таким гигантом. Эти истории впечатляют той смелостью, которой должны обладать охотники, чтобы противостоять столь мощным созданиям. Они напоминают, что природа полна тайн, и чьи-то подвиги могут стать частью непрерывного рассказа о величии и опасностях, которые таят в себе лесные просторы. Где еще скрываются подобные великанские существа, вдохновляющие на поиски и раскрытие новых удивительных явлений? Начнем с истории, шокировавшей мир охоты. Конечно, речь идет о знаменитом Хогзиле из Алабамы. Первоначально заявленная длина этого гиганта составляла колоссальные 3 метра 70 сантиметров. Однако позже, после тщательных исследований, выяснилось, что истинная длина была ближе к 3 метрам, а вес составлял чуть более 300 килограммов. Это не умаляет его заслуг, ведь Хогзила был гибридом дикого кабана и домашней свиньи, и его размеры значительно превышали средние параметры дикого кабана. Индивидуумы такой величины — редкость в природе, но их влияние на наше восприятие и воображение невероятно. Это поднимает вопрос о том, где нам ожидать появления новых рекордсменов. На сегодня известны и другие случаи, но конкретных данных или источников, подтверждающих существование таких гигантов в местах, как Бразилия или Австралия, в открытых архивах нет. Хогзила показал, что природа не перестает удивлять, и в глубинах ее ресурсов все еще скрываются невероятные открытия. Возможны ли другие гиганты среди нас? Когда в будущем такой великан снова появится и удивит мир? Сложно предсказать, но, возможно, новый рекордсмен уже блуждает где-то в тенистых лесных уголках, ожидая своего момента, чтобы стать легендой. Трудно поверить, но в доисторический период Землю заселяли настоящие гиганты — свиньи-энтелодоны, весившие почти полтонны и исчезнувшие около 30 миллионов лет назад. Между тем, образ исполинского кабана прочно закрепился в мифах и легендах всех континентов, от северных преданий до восточных сказаний. В скандинавской мифологии каждый вечер небесный дворец Вальхалла устраивает пиршество с участием огромного кабана Сихремнира. Этот легендарный зверь воскресает каждый день, чтобы накормить воинов, проживающих там. В Древней Греции и Риме кабан символизировал несокрушимую силу. Его изображение украшало доспехи, а охота на дикого вепря служила испытанием для самых смелых героев. Однако прямо воплощением божества войны кабан не становился. На Востоке к кабану относились как к символу плодородия и страсти, и лишь изредка он ассоциировался с демоническими сущностями. Индо-иранские легенды повествуют о героях, сражающихся с демоническими кабанами, олицетворяющими хаос, но в других культурах они олицетворяют скорее защитников и хранителей. Исторически не подтверждено наличие специальных жрецов, посвященных охоте на лесных титанов. В древнеримских хрониках весталки — знаменитые хранительницы огня, а не охотницы на кабанов. Таким образом, многие элементы этих рассказов являются гиперболизациями и мифами, служащими в первую очередь для иллюстрации могущества и мистической силы природы. Наше восприятие гигантских кабанов сформировано такими легендами и глубоким уважением к их историческим аналогам. Они продолжают живо интересовать нас и вдохновлять на изучение тайн природы и бессмертной частичкой остаться в наших рассказах и преданиях. Наука предлагает более глубокий взгляд на феномен гигантских кабанов, где размеры этих животных зависят от целого комплекса факторов. Природа действительно удивляет, когда встречаются кабаны, известные своими рекордными размерами. Но это не только вопрос силы и гена гигантизма. В мире свиней размеры варьируются естественным образом, и максимальный рост часто обусловлен как генетикой, так и средой обитания. Гибриды диких кабанов с домашними свиньями, как знаменитый Хогзила, действительно поражают воображение. У подобных экземпляров были зарегистрированы клыки длиной до 71 см, что значительно превышает средние показатели. Однако такие размеры — редкость, вызванная исключительными условиями среды и смешением генов. Крупные кабаны могут встречаться в богатых кормом районах, где питание с высоким содержанием белков и минералов способствует их росту. Такие места обладают условиями, благоприятствующими минимальной конкуренции и безопасному обитанию, что позволяет кабанам развиваться полноценно. Размеры самцов обычно колеблются в пределах от 90 до 270 килограммов, редко приближаясь к 300 и более, особенно в регионах с обилием ресурсов, таких как Приморье и Маньчжурия. Экосистемные изменения также оказывают влияние на выживание адаптированных особей. И хотя часто говорят про селекцию и выживание наиболее приспособленных, процесс этот сложен и многогранен.
Натуралистам и ученым предстоит продолжить свои исследования, чтобы точнее понять факторы, влияющие на формирование гигантов среди кабанов, и то, какие еще удивительные явления может открыть для нас природа. Чтобы понять, где обитают самые крупные кабаны, обратим внимание на густые леса Европы, Азии и некоторых частей Северной Африки. Эти регионы– истинные царства для кабанов, подарившие нам одних из крупнейших представителей данного вида. Кабаны естественным образом обитают в смешанных и хвойных лесах, а также горных областях, где они находят убежище и обильное питание. Россия с ее огромными просторами от Кавказа до Южной Сибири представляет собой идеальные места для обитания этих животных. Здесь в суровых климатических условиях выживают только сильнейшие виды. Они не только приспосабливаются, но и достигают впечатляющих размеров, чтобы справляться с зимними холодами и ограниченными ресурсами. Интересно отметить, что в Азии крупные кабаны обитают не только в материковой части, но и на архипелагах Кюсю и Сикоку в Японии. Эти регионы известны своими мультиклиматическими условиями, от умеренного до субтропического, что позволяет кабанам адаптироваться и процветать. В Америке же кабаны представлены интродуцированными дикими свиньями на юге США. Это не совсем те лесные гиганты, что характерны для Европы и Азии, но они также могут достигать значительных размеров. Эти дикие свиньи были завезены и успешно акклиматизированы, хоть и не являются коренными обитателями. Так или иначе, каждая из этих областей предлагает уникальные условия, которые не только способствуют их росту, но и создают вариативность в размерах и характеристиках этих удивительных существ. Вопрос, который остается: какие удивительные экосистемы и нестандартные условия продолжают порождать таких гигантов в иных уголках нашей планеты? Несмотря на впечатляющие размеры и силу, кабаны занимают в лесу не такую уж и непобедимую позицию. В Евразии основными противниками кабанов стали волки, бурые медведи и рыси. Грозные волки атакуют стаями, выбирая молодых или ослабленных особей, ведь взрослые самцы, вооруженные длинными клыками, способны дать отпор. Эти гиганты леса далеко не беззащитные жертвы. Медведи в одиночку представляют серьезную угрозу для кабанов, благодаря своей мощи и умению подходить незамеченными. Быстро и точно атакуя, медведи справляются с этими лесными гигантами. Рыси, в отличие от медведей, чаще выбирают поросят и молодых кабанов, так как не способны справиться со взрослыми особями. Все эти хищники работают вместе, чтобы поддерживать баланс в экосистеме. И хотя кабаны предпочитают густые заросли, чтобы избегать врагов, не только волки и медведи заставляют их оставаться настороже. В Южной Азии и на Дальнем Востоке среди естественных врагов кабанов выступают тигры и леопарды, что добавляет в их жизнь элемент постоянного напряжения. Важно помнить, что в Африке, где необычный ландшафт и условия, роль кабанов выполняют бородавочники, которые также сталкиваются с крупными хищниками, такими как львы и леопарды. Эти адаптации и взаимодействия в природе создают сложную и волнительную картину выживания, где сильный и опасный кабан вовсе не всегда на вершине пищевой цепочки. Удивительно, как каждый хищник находит свою нишу, даже сталкиваясь с такими грозными противниками, раскрашивая мир природы в самые неожиданно яркие и сложные цвета. В мифах и легендах многих культур кабан – это нечто большее, чем простое животное. На просторах сказок и преданий он становится олицетворением силы, храбрости и загадочности. В скандинавской мифологии, например, не зря находится упоминание об огромном кабане Сихримнире. Этот кабан каждый вечер оказывается на пиру Вальхаллы, воскресая каждое утро, чтобы вновь накормить павших воинов. Фольклорные кабаны часто обретают мистические черты в различных культурах. Хотя в японских легендах и не встречается конкретное название, кабаны все же мистически связаны с природой и магией. В кельтских рассказах кабан ассоциируется с воинственной энергией и плодородием. Нередко в легендах говорится о кабанах с блестящими клыками, светящимися в ночи, или о смертельной силе их нападений. Образ кабана в западной мифологии часто передает идею свирепости и мощи. Хотя нет универсальной легенды о демонических свиньях, кабаны могут быть символами опасности и требуют уважения от всякого, кто осмелится им противостоять. Немейский кабан из греческой мифологии – одно из таких существ. Герой Геракл, одолев его, продемонстрировал свою силу и смекалку. Мифологические кабаны также связываются с национальными и культурными символами, олицетворяя и защиту, и угрозу. Их истории вдохновляют на поиски новых открытий в мире невероятного и таинственного. Но возможно ли, что эти легендарные создания действительно существуют? А вдруг среди густых лесов где-то прячется гигантский кабан, который готов в любой момент выйти из тени и оживить наши древние истории вновь? Представьте себе лесную территорию, где каждый шаг дикого кабана меняет мир вокруг. Эти животные не просто гуляют по лесу, они играют роль настоящих экосистемных инженеров.
Кабаны, постоянно разрыхляя почву в поисках корней и насекомых, оказываются важными агентами перемен. Они улучшают условия для роста растений и помогают. Можно отметить, что кабаны также являются частью пищевой цепи, становясь добычей хищников и источником пищи для падальщиков. Однако не урожай, оставленный без присмотра. Именно поэтому в некоторых регионах кабаны считаются инвазивным видом, что требует строгого контроля их численности. Не стоит забывать и об их уникальной социальной структуре. Самки, как правило, удерживаются в стадах с потомством, тогда как взрослые самцы обитают в одиночку, исключая период спаривания. Эти факты делают кабанов не только интересными с биологической точки зрения, но и важными элементами экосистемной гармонии, где положительное и отрицательное влияние плотно переплетаются. Вся эта сложная динамика вокруг кабанов создает завораживающую картину природы, что, возможно, однажды приведет нас к новым открытиям в мире дикой жизни. Когда мы слышим о стремительном увеличении численности кабанов, сложно поверить, что этим животным удалось добиться такого успеха. На самом деле, ключ к их выживаемости лежит в их потрясающей способности адаптироваться к окружающей среде и стратегически размножаться. Гон у диких кабанов длится с ноября по январь, и его начало напрямую зависит от доступности пищи. При богатых урожаях он может начаться раньше, а при дефиците — с задержками или перерывами. Такое поведение позволяет кабанам света правильно выбрать время для деторождения в более благоприятные условия. Самки кабанов, как правило, дают потомство только раз в год. Каждый сезон выводок обычно состоит из нескольких поросят, которые питаются молоком примерно до 3 месяцев. Хотя малыши начинают пробовать самостоятельную пищу задолго до этого, они не достигают полной независимости до года. Интересно, что самки и молодняк образуют крупные стада, в которых можно насчитать более 30 особей. Эти группы предоставляют защиту и повышают шансы выживания потомства. Примечательно, что взрослые самцы предпочитают одиночество и присоединяются к стадам только на короткий период гона, формируя временные гаремы, после чего снова покидают женское общество. Хотя пересечение ареалов действительно способствует генетической диверсификации, до конца не ясно, как именно этот механизм работает в случае кабанов. Как вид, они демонстрируют удивительное умение выживать и адаптироваться к условиям окружающей среды. Тем не менее, как таится загадка, что именно поддерживает благоприятные условия этого процесса. Впереди еще много открытий, которые расскажут о необычных стратегиях этих удивительных существ и их ролевой игре в разнообразных экосистемах, продолжая захватывать наше воображение. Но как эти живые машины продолжают интегрироваться в окружающий мир и оказывать влияние на человеческую цивилизацию, это еще одна интригующая глава. Гигантские кабаны давно вошли в фольклор как устрашающие лесные титаны. Однако реальность не всегда совпадает с легендами. Разговоры о кабанах, сопоставимых по размеру с автомобилем, являются преувеличением. Истинные лесные великаны редко весят более 700 фунтов, что составляет около 300 килограммов. Эти случаи редки и скорее относят нас в область необычных аномалий природы. Часто можно услышать, что кабаны обладают практически неуязвимой кожей. Их туловище действительно покрыто прочной и толстой кожей, что защищает их от нападения хищников и суровых природных условий. Тем не менее, их броня не спасет их от огнестрельного оружия. Прочная шкура — не защита от пуль, и мифы об этом — лишь часть нашего воображения. Агрессивность кабанов также нередко преувеличена в рассказах. Несмотря на их внушительный вид и способность отгонять врагов, они, как правило, предпочитают избегать стычек. Если кабан чувствует угрозу, особенно для своего потомства, он может проявить агрессию. Тем не менее, в большинстве ситуаций эти животные стараются ускользнуть и преследуют безопасные лесные пути вдали от конфронтации. Такие мифы лишь добавляют слой таинственности этим величественным существам, однако не стоит упускать из виду, что настоящая природа кабанов полна инстинктивного стремления к сохранению и самосохранению. Как же наши культурные представления об этом лесном обитателе формируют наш взгляд на природу и свою роль в ней? Этот вопрос оставляет открытые горизонты для поиска ответов и новых историй. Образ кабана имеет богатую и неоднозначную историю в средневековой европейской культуре. У германцев и кельтов он действительно ассоциировался с мужеством и воинственностью, став символом мужества на полях сражений. Тем не менее, с приходом христианства кабан обрел более темные коннотации, став символом дьявола и грехов. Его связывали с 6 из 7 смертных грехов, олицетворяя дьявольскую жестокость и дикую природу, пугающую крестьян и церковных авторов XIV и XV веков. В кельтской мифологии кабан также выступал как хранитель лесов и потустороннего мира. Белый вепрь, уносящий героев в путешествие, символизировал переход между мирами. Этот образ нашел свое отражение в европейских текстах XII и XIII веков, пришедших через английские и французские источники, вдохновленные кельтскими преданиями. В японской культуре кабан наделен иным символизмом.
Он считается олицетворением храбрости и стойкости. Его изображения встречаются в традиционном искусстве, а народные куклы с его изображением дарят на удачу. Кабан занимает значимое место в этом фольклоре, символизируя силу и храбрость. Современные произведения искусства также не обошли кабана стороной. В кино, литературе, комиксах и анимации образ кабана сохраняет символику внутренней силы, дикой природы и духа борьбы. Этот многослойный образ продолжает вдохновлять и удивлять, оставаясь вечным символом величия и таинства природы, которых нельзя недооценивать. Интересно, как даже современные художники находят в нем вдохновение, передавая через его образ истории стойкости, готовые воплотить их на мировых арт-сценах. Человечество всегда имело сложные взаимоотношения с дикими кабанами. Эти удивительные животные, не имеющие официального статуса гигантов, все же привлекают внимание своими размерами и поведением. Взаимодействие людей и кабанов, в частности, оказывает значительное влияние на их существование, распространяясь от сельскохозяйственных проблем до охраны природы. Как ни удивительно, кабаны находят свои сети возможностей в наших сельскохозяйственных угодьях. Ведь поиск пищи побуждает их мигрировать ближе к человеческим поселениям, изящно пересекая границы между дикой природой и агрокультурами. Поля с обилием культур и пищевые отходы становятся настоящим искушением, напоминающим пир для этих ночных любителей наслаждаться их изысканными вкусами. Охота, как инструмент регулирования популяции, занимает свое место на вершине усилий по контролю численности кабанов. Но здесь есть нюансы. Для эффективного управления требуется изъятие около 65% популяции ежегодно, тогда как на практике добиваются лишь 50%. Недостаток контроля ведет к неожиданному росту численности, угрожая экологическому балансу. Интересный пример. Татарстан, где после эпидемии африканской чумы свиней число кабанов заметно сократилось. Охота в 2023 году выполнялась с осторожностью, демонстрируя, как осторожное управление помогает восстановить равновесие в популяциях. Этот опыт задействует уроки, подчеркивающие необходимость сбалансированного подхода. Генетическое смешение дикой и домашней свиньи – еще один момент внимания. Хотя реально наблюдается гибридизация, доказательства увеличения количества кабанов в результате этого процесса отсутствуют. Он скорее влияет на поведение и адаптацию кабанов. Вмешательство человека может являться как угрозой, так и спасением. Создание заповедников и охраняемых территорий обеспечивает безопасные условия для диких кабанов, помогая сохранить биоразнообразие. Эти усилия помогают в создании будущего, где дикие кабаны способны сосуществовать с человеческой цивилизацией, продолжая будоражить наше воображение и вызывать восхищение своими удивительными адаптациями. Вопрос о том, как мы сможем урегулировать наши взаимоотношения с этими дикими обитателями, остается открытым, приглашая нас к дальнейшему исследованию. Дикие кабаны, известные своей удивительной адаптивностью, способны выживать в самых разнообразных условиях. От лесов и степей до таежных районов. Их способность изменять повадки в зависимости от среды делает их почти неуязвимыми перед лицом современного мира. Живя в стадах, они используют коллективный разум для обмена информацией и защиты, что делает их прекрасными социальными существами, где каждый член стада играет свою роль. Эти свиноподобные обитатели оказываются в самом эпицентре человеческой активности, так как урбанизация неизбежно сокращает их естественную среду обитания. Несмотря на это, кабаны находят пути приспособиться и выживать, что является настоящим природным чудом. Охранные зоны по всему миру служат им укрытием и создают основу для будущего, где эти невероятные существа могут процветать. Исследования их поведения с использованием технологий, таких как дроны и GPS-навигация, помогают ученым лучше понимать их миграционные маршруты и повадки. Разработанные на основе этих данных стратегии помогают не только сохранять их популяции, но и избегать как избыточной численности, так и ее критического падения. Будущее кабанов может показаться неопределенным, но их адаптивные возможности, несомненно, обеспечат им выживание, если мы будем применять разумный подход к управлению их средой обитания. Этот подход включает в себя как создание безопасных зон, так и внедрение прогрессивных охранных практик. Дикие кабаны остаются частью природы, которая, как видно, полна удивительных сюрпризов и уроков. История их выживания продолжается, и пока земельные пространства меняются, эти лесные обитатели наверняка еще найдут, чем нас удивить.